Доброго времени суток, дорогие друзья! Вот и настало время третьей главы нашего замечательного рассказа «У вечно горящего костра». Перед началом ролика хотел бы процитировать одного комментатора, который под последним роликом написал: «Народ, пишите комментарии и досматривайте видео до конца. Давайте поддержим автора. Каждый коммент важен для продвижения ролика». Котмод, спасибо тебе за теплые слова. Я надеюсь, что у вас чай готов, вкусняшки под рукой, ноги в тепле, а мы начинаем. Я согласился. Отдал мальчишке последние деньги, все 20 монет. Если он меня обманет, то я со спокойной душой могу пойти и сдаться властям, так как у меня уже не будет возможности и дальше тешить себя надеждой на выживание. Мальчишка небрежно взвесил кошель в руке и сказал: «Кстати, можешь называть меня старший брат, я тебя буду звать Семеркой». Старший брат. Этот пацан явно издевался надо мной, ведь я его старше на пару лет. И он пока не заслужил столь уважительного обращения. Но я проглотил это оскорбление и кивнул. «Не обижайся», – примирительно бросил Белобрысый, довольный моим смирением. «Ты меня старше, но на улицах ты всего лишь новичок. Удивительно, что ты вообще еще жив. Так что для тебя я буду старшим братом. И как старший брат, я преподам тебе несколько уроков по выживанию. Первый урок. Пока я тебя веду, ты должен слушаться меня беспрекословно. Скажу тебе ложиться, ты падаешь. И неважно, в грязь, коровью лепешку или собачью блевотину. Понял?» Я снова кивнул. Не хотел ничего говорить, так как боялся, что взорвусь и расскажу что-то глупое. Если он обидится и бросит меня, оставив без денег и без шанса ускользнуть от стражников. Лучше еще немного потерпеть. Старший брат улыбнулся, кивнул мужику в халате и сказал: «Семерка, теперь молчи и следуй за мной». Я встал и пошел за мальчишкой, но когда я проходил мимо, мужчина в халате, тот резко схватил меня за левое плечо. Всю руку пронзило острой болью, мне показалось, словно 1000 ножей вонзилась в кожу, раздирая мышцы и царапая кость. Я прикусил язык от боли и с трудом смог сдержать крик, сдавив его в тоненький кулеш. Пацан даже не оглянулся, а лишь прибавил ходу. Я поспешил за ним, прижимая искалеченную руку второй рукой. Быстрый взгляд на плечо показал, что там все выглядело именно так, как я и чувствовал. Лохмотья кожи, неровные куски мяса, сквозь которые что-то болело. Меня замутило на мгновение, но уже через несколько шагов боль утихла и исчезла, словно ничего не было. Снова взглянув на плечо. Раны не исчезли. Иллюзия? Странно. Хотя это не самый затратный вид магии, но для столь правдоподобной обманки требуется изрядное мастерство. У того мужика талант равен всего лишь 15. Для меня таковой уровень является вершиной мечтаний, но по сути это низкопробная эффективность. Столько же ки потратила на меня эта парочка. 20 монет и 25 единиц моей энергии не смогут подкрыть даже этой небольшой иллюзии. Ведь они еще обещали сделать татуировку, маскирующую печать. Подозрения вспыхнули с новой силой. А если они уже знают о том, что я донор, тогда они торговались только для того, чтобы я ничего не заподозрил, а сейчас ведут в подпольный центр сдачи ки, где засунут в камеру, только не такую комфортабельную, будут спокойно выкачивать из меня энергию. А обманка нужна, чтобы меня не спалили по дороге. К тому же проще, чтобы я шел с ними по доброй воле. Правильно ли я поступил, что доверился этой парочке? Только из-за слов мальчишки, что в сером районе они своих не сдают, я смог приглушить сомнения. Но за эти полгода я ни разу не видел никакой поддержки со стороны уличных банд. Напротив, из-за них торговцы выкупали у меня мебель и домашнюю утварь за бесценок, а за домик я едва смог выторговать четверть цены, ведь все знали, какая у меня безвыходная ситуация. Покупатель мог спокойно подождать и неделю, и месяц, а я к тому моменту уже 3 дня как голодал. Если бы продажа дома отложилась, то сдох бы прямо в пустых комнатах. Старший брат ускорился и побежал по улице, огибая случайных прохожих. Я бежал за ним и не стараясь думать о том, куда же это меня заведет. Через пару минут бега я уже задыхался и едва переставлял ноги. Слишком давно я не ел. В очередной раз, свернув за угол, я увидел впереди границу серого района. Что же мы будем делать дальше, ведь там строгая охрана и обязательная проверка печатей. В нашем городе выделяют 7 районов. В центре – белый район. Именно там проживают крупные чиновники и маги. Там находятся административные здания, замок мэра и башня маг-министра. Я там ни разу не был, но слышал рассказы про белоснежные красивые здания с прозрачными окнами, про белые дороги, которые каждую ночь выматывают специально вызываемые тучки,
про диковинных зверей, на которых разъезжают чиновники. Там девушки ходят в платьях до пят и не боятся запачкать подолы из дорогих тканей. Но их утонченные лица всегда закрыты тончайшей вуалью, и только глаза сверкают из-за нее. Вокруг Белого района змеей обвился Красный район. Район чиновников помельче, богатых торговцев, ювелиров и мастеров магических ремесел. Его еще называют районом торговли. Вдоль широченных улиц, выложенных красным камнем, стоят трехэтажные здания с огромными окнами на всю стену. А за прозрачным, как родниковая вода, стеклом лежат богатейшие и редчайшие товары. От заряженных маг-кристаллов на 1000 единиц до детенышей магических животных. Конечно, в этом районе я тоже не был, зато знал человека, который там был. На севере от Белого района раскинулся самый большой район – Зеленый. Там располагаются земледельческие и скотоводческие фермы. Я слышал, что на одну семью работников приходится сотни акров территорий. Там выращивают зерно, овощи, животных на мясо и шерсть. Я слышал, что там никто никогда не голодает, каждый день можно есть мясо и хлеб, и постоянно требуются работники. Но далеко не любой может переселиться туда. Во-первых, почти всю территорию давно поделены между крупнейшими семьями. Причем молодое поколение уже не живет в Зеленом, а как минимум в Красном районе. Поэтому новичка возьмут только работникам, а не владельцам фермы. Во-вторых, минимальный талант для работника 20, так как для выращивания растений требуется постоянная подпитка при помощи магических заклинаний. На плодовитость, против насекомых и сорняков, против болезней и прочее. В-третьих, полная семья. Работников переселяют сразу семьями. Говорят, берут только тех, у кого не меньше 6 детей. На востоке лежит самый шумный район – Железный, ремесленный. В нем трудятся целые кланы, из года в год шлифуя мастерство и качество изделий. Мама мечтала, что меня когда-нибудь примут в один из кланов подмастерьем. Это изначально было маловероятно, ведь крупные кланы не берут никого со стороны даже на место дворника. Так боятся упустить семейные секреты. А в мелких кланах нет нужды в работников. Они берут небольшие заказы на отдельные работы от крупных кланов и всей семьей выполняют их. Например, самый крупный клан кузнецов по фамилии Ян принимают заказ от Зеленого района на 100 уздечек под Мегадона. Он раскидывает отдельные виды работ на другие кланы. Кожаные детали клану кожевников, декоративные детали ювелирам. Крупные металлические детали делает сам или отдает своему подклану, а в итоге только собирает готовые изделия, тестирует их и передает заказчикам. Мелкие кланы не могут получить и выполнить такую работу, так как за отдаваемые на стороны работы клан Ян расплачивается сразу, а свою оплату получает только после сдачи заказа. Мало у кого найдутся такие суммы авансом. Но если бы у меня обнаружились особенные качества или умения, то тогда на меня могли бы даже поторговаться. Я слышал легенду о пареньке из Синего района, который умел слышать камень. Слегка постучав по каменной стене, он мог сказать, где в ее толще трещины, такие в ней породы и насколько они крепки. Сначала его забрали к себе воры-домушники для поиска тайных проходов в дома богатеев, но однажды его шайку поймали прямо на месте преступления. Мальчишку не отправили на выкачку Ки, а продали в клан землекопов. И там он за несколько лет вырос из раба до основного наследника клана. За него выдали дочь главы клана и разрешили взять еще несколько наложниц, в надежде, что его дети смогут унаследовать талант отца. Не знаю, насколько эта история правдива, но в детстве я мечтал, что у меня найдется какой-нибудь редкий дар, и я смогу переехать в Железный район и перевести маму. Я был уверен, что там она смогла бы найти мужа и жить счастливо, не беспокоясь о еде и деньгах. Единственный район, где я был, помимо Серого, это Западный Синий. Тут располагались учебные заведения для жителей со средним и низким уровнем дохода, и школы были бесплатными, так как город всегда нуждался в людях с талантом. Тут были и университеты, и больницы, и церкви. В Белом, Красном и Железном районах такие заведения не требовались, так как у каждой семьи были свои личные учителя и врачи, а вот дети из Зеленого, Синего и Серого районов учились именно здесь, поэтому проход в Синий район практически не охранялся и был свободным для всех. Здесь также располагались городские центры сдачи Ки. В Сером районе жили люди с низким талантом, не имеющим поддержки клана и особых навыков. Работали они прислугой, уборщиками, грузчиками, подземниками. Тут были и свои торговцы, лавки, ремесленники, но местного пошиба.
Мама как-то обмолвилась, что родилась и выросла в синем квартале, но потом забеременела, и семья выгнала ее из дома, дав ей денег на первое время. На эти средства она купила домик в сером районе и протянула до моего 2-го дня рождения, а потом пошла работать. Южнее серого района был черный район. Про него я слышал сотни страшных историй. Говорят, там нет никакой возможности зарабатывать. Люди питаются человечиной, носят одежду из человеческой кожи, даже собаки боятся туда входить, ведь их сразу убивают и съедают. Туда сбегают преступники, уходят отчаявшиеся, выкидываются нищие и умирающие. Заботливые мамочки пугают непослушных детей, что если те не будут слушаться и хорошо учиться, то попадут в черный район. Люди из черного района не сдают налог в ки, ведь никто не осмеливается войти туда и попытаться собрать энергию. И старший брат привел меня к границе с черным районом. Он сумасшедший? Именно на этой границе стоит минимум 10 стражников с поддержкой мага, так как несколько раз жители из черного района нападали на серый район, грабили продуктовые магазины, вытаскивали мебель, срывали одежду с прохожих, убивали собак и ездовых животных, поэтому стражники тут были всегда наготове. Их задачей было задержать нападающих на несколько минут, пока маг отправит сообщение в мэрию города. Я не понимаю, почему этот район не был выжжен дочисто, но, видимо, у наших градоначальников была причина сохранять его даже с угрозой для жизни и других горожан. Мальчишка обернулся и прошептал: «Подыграй мне», и сам бросился к стражникам с криком: «Дяденьки, спасите, на моего брата напала бешеная собака, ему почти руку отгрызли». Стражники даже не дернулись, лишь глянули на нас. 2 мальчишки из серого района не заслуживали особого внимания. Скучающий маг лениво встал, потянулся и спросил: «Ну что тут у вас? Чего шумим? Порядок нарушаем». «Господин маг, помогите, брата укусила бешеная собака. Он же теперь тоже взбесится и превратится в псину», продолжал надрывать горло старший брат. Я жалобно поскуливал за его спиной, придерживая руку. «Не говори ерунды. Не превратится он в собаку. А ты уверен, что та псина была бешеная? Может, просто голодная?» Также лениво проговорил маг. Его плечи были закрыты, но на коротком плаще с левой стороны было вышито число 32. «Точно бешеная, господин маг. У нее из пасти шла пена и глаза такие странные. А еще от нее другие собаки убегали». Яростно жестикулировал мальчишка, пытаясь впечатлить мага. Да, бешеная. Если у вас нет денег для больницы в синем, то твой брат скоро умрет», беспристрастно произнес маг. «Но вы же маг, вылечите моего брата. Вы все же можете». Упал на колени старший брат и схватил мага за ноги. «Не оставляйте меня сиротой, он у меня один на всем белом свете». Даже я уже готов был разрыдаться от неподдельного отчаяния своего проводника. Что-то в сердце ёкнуло от его слов, ведь я остался совсем один после смерти мамы, и талантливая игра мальчишки ударила по самому больному месту. Я столько времени старался не думать об этом, но сейчас я не выдержал и заплакал по-настоящему. Только не от иллюзорной боли, а от настоящей, таящейся внутри меня. «Отцепись!» – взревел маг, отшатываясь от цепких ручонок старшего брата. «Не смей прикасаться ко мне!» «Эй, а вы чего смотрите?» – крикнул он рассевшимся стражникам. «Так это же всего лишь мальчишки. Господин маг, несомненно, справится с такой угрозой», – насмешливо сказал лысый пожилой стражник. «А то, может, и правда поможете?» «Да не могу я», – взвизгнул маг, еще дальше отодвигаясь от старшего брата. «Бешенство. Это вам не насморк вылечить. Для этого нужно на медицинском факультете обучаться, а у меня специальность другая». «Ах да, господин маг, вы же только сообщения можете посылать», – продолжал насмехаться лысый стражник. В это время старший брат снова подскочил к магу и, заливаясь соплями и слезами, стал делать вид, что вот-вот начнет целовать ему обувь. Маг попятился, но споткнулся и упал на дорогу. Это окончательно взбесило его. Он отшвырнул мальчишку, вскочил и заорал на стражников: «Выкиньте этих поганцев!» «Куда? Они жители этого района и могут ходить тут где угодно», — резонно возразил лысый стражник. «Куда подальше?» Маг на секунду задумался. «В черный район. Да, выкиньте их за ворота». «Господин маг», – медленно и тихо сказал стражник, – «это всего лишь отчаявшиеся дети, зачем их насмерть отправлять? Да им все равно не жить. Покусанный через пару дней сам взбесится и будет нападать на людей, а младшему без него не выжить. Выкидывайте уже, иначе я доложу, что вы сволочи допустили нападение на мага», – заорал маг. Молодые стражники нерешительно поднялись и направились к нам, но неохотно, давая возможность отдуматься и сбежать. И я бы сбежал. Черный район. Это же верная смерть.
Старший брат же вылетит туда вместе со мной, о чем он вообще думает? Я вдруг почувствовал, что все силы разом ушли из меня. Колени подкосились, и я упал на землю. Один из стражников осторожно подхватил меня за правый локоть и потащил к воротам. Рядом визжал и врывался старший брат. Тягучий скрип петель, резко обрывающаяся дорога, толчок в спину. И мы лежим уже с другой стороны, в черном районе. Как только ворота захлопнулись, рыдания мальчишки сменились смехом. Он катался по земле и безостановочно хохотал. «Выкинули! Ой, не могу! Они и вправду выкинули нас! Идиоты! Прямо за ворота! Ха!» Я с трудом поднялся на ноги, подошел к пацану и сильно встряхнул его за плечи. «Эй ты, успокойся! Это и был твой план попасть в черный район? Какого дна ты сделал? Зачем?» Старший брат просмеялся и серьезно посмотрел мне в глаза. «Семерка. Ты не представляешь, как тебе повезло». Я медленно осмотрелся. Даже не знаю, что я представлял при словах «черный район». Наверное, ожидал увидеть преддверие дна пропасти. Камни, полуразвалившиеся халупы, скрюченные и изуродованные тела людей, детишек с огромными пустыми глазами и выпученными животами. Но передо мной была обычная улица, вымощенная дорога, небольшие аккуратные каменные домики, вот только людей видно не было. Но что-то было не так. Еще раз оглядевшись, я понял, в чем причина моего беспокойства. Из некоторых домиков выходили столбы дыма. Небольшие, но все же. «Старший, тут что, везде пожары? Мы должны помочь?» «Пожары?» – недоуменно спросил мальчишка. «Нет никаких пожаров, с чего ты взял? Сам посмотри, из домов идет дым». Он снова рассмеялся. «Нет, в этих домах просто готовят еду». Увидев мое озадаченное лицо, он продолжил. «На дровах». «Не понимаю», — сказал я. «Мама всегда готовила на огненном камне, да и все наши соседи тоже. Это особый вид камня, добываемый где-то недалеко на севере. При подпитке ки он вырабатывал тепло или даже жар. Все зависит от обработки и предназначения. Существует огромное количество типов и применений огненных камней. От приготовления пищи и обогрева домов до миниатюрных пластинок для сушки обуви. Неужели у местных нет даже их?» «Мда, совсем домашний мальчик», – покачал головой старший брат. «В черном районе нет торговли, нет продавцов, а значит нет и огненных камней, к которым ты так привык. Все здешние жители живут на полном самообеспечении, сами добывают еду, сами шьют одежду. Раз огненных камней в округе нет, приходится готовить на дровах». Продолжая рассказывать, мой проводник неторопливо шел по улице. Ему явно нравилось посвящать глупого собеседника. «Понимаешь или нет, в лесу мужчины валят деревья, потом разрубают их на небольшие кусочки и приносят домой. Дома в специально отведенном месте эти дрова поджигают, от них идет огонь и жар, на котором и готовят пищу». «Но это же опасно, можно поджечь дом или сжечь руки», – воскликнул я. «А ты не суй туда руки, и все будет хорошо», – легкомысленно ответил старший брат. «А где берут продукты для еды?» – спросил я. Я был настолько голоден, что ощущал, как кишки внутри скручиваются в тугой рулет. «В лесу, конечно». «В лесу?» И только сейчас до меня дошло, про какой лес говорил старший брат. Про тот самый, который находился прямо за городской стеной. Тот самый, с дикими животными и опасными растениями, без дорог и людей, без домов и ручной магии. «Ты пролез за городом? С магическими зверями?» «Конечно, как будто есть какой-то другой лес», – пожал плечами пацан. «А ты думаешь, почему в черном районе умирает так много людей? В сером я слышал слухи про каннибалов, преступников и всякое такое. Да только брехня все это. Настоящие преступники сюда не попадают. Гораздо выгоднее поставить их на выкачку ки. Знаешь, когда из человека ежедневно выкачивают столько энергии, сколько он успевает восстановить? Нет, сюда сбрасывают тех, кто не может принести пользу белому району. Больных нищих с низким талантом. Хотя ты, конечно, всех переплюнул семеркой. А зачем вообще было создавать черный район? Только как человеческий отстойник? «Ну, я же всего не знаю», – старший брат почесал в затылке. «Слышал, что раньше бывали случаи, когда животные вдруг сходили с ума и принимались атаковать город. Даже бывали случаи, когда стена не помогала, ведь там были летающие звери и подземные. Вот и решили создать дополнительную зону между лесом и людьми. Но чтобы она не простаивала пустой, стали выбрасывать сюда неугодных людей. Или скорее построили еще одну стену и переместили жителей за нее. Потому тут остались и домики, и дороги». «И давно ты тут живешь, в черном районе?»
У меня год назад умер отец, ничего необычного. Пытаясь прокормить меня и сестренку, перестарался и сжег слишком много ки на работе. Какое-то время мы пытались побираться, я подрабатывал где мог. Я ведь тоже. Мальчишка горько усмехнулся. Не особо талантлив, всего лишь 11 набрал. Но ты же мог ходить в школу. Я и ходил, а вот сестренка не доросла, ей всего 6 было. Я сначала растягивал школьное пособие на двоих, но мне постоянно так хотелось есть, что иногда я не доносил еду до дома. Потом плюнул на школу, пошел работать. Но поверь мне, 11 немногим лучше, чем 7. Особенно если эти цифры на плече мальчишки. В общем, умерла сестренка. После ее смерти меня и подобрали. Примерно как я тебя. То, что сейчас я отдаю долг. Я так понимаю, что есть какие-то тайные проходы между районами, верно? Вдруг осенило меня. Тогда зачем нужно было вытаскивать меня вот так? О, это... протянул старший брат. Конечно, проще было бы провести тебя тайком, но ты же хочешь вернуться обратно? Пока не знаю. Там я умирал с голоду, и сейчас, кстати, тоже умираю, грустно улыбнулся я. Смотри. Мальчишка пропустил намек мимо ушей. Тебя там разыскивают. Если найдут, то подумают, что ты куда-то временно спрятался. А значит, поиск будет продолжаться, хоть и не так активно. А сейчас, после очередной неудачи, они начнут потрошить свою стражу и услышат удивительную историю о том, как пацана твоего возраста и с твоей внешностью выкинули в черный район. И да, его талант разглядеть не смогли из-за жуткой раны на руке. К какому выводу они придут? Верно. Что ты по ошибке или специально попал в черный район. А значит, тебя уже незачем искать в сером или синем районах. Не знаю, насколько ты им нужен и зачем, но сильно сомневаюсь, что ради тебя они пошлют солдат сюда. И самое главное, ты сможешь вернуться обратно, в серый район. Не сразу, конечно, но сможешь. А если бы у меня не было денег, угрюмо сказал я, прикидывая масштаб и продуманность моего спасения. Я бы тебя все равно вытащил. Но без татуировки. А вот, кстати, мы и пришли. Спасибо вам, дорогие друзья, за ваши царские лайки и уделенное время. Следующая часть «Идеального донора» выйдет совсем скоро. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующий выпуск. А пока отдыхайте от моих рассказов, наслаждайтесь наступившей зимой и держите магические кристаллы заряженными.